Прошлый раз мы были в кибуце на севере Израиля, а сейчас мы поедем в центральный кибуц. Все кибуцы, они, конечно, разные. Есть кибуцы, которые реально угорают по сельскому хозяйству, где вот это прям сильное оно. Тот кибуц, в котором мы сейчас, тут в центре находится коровник настоящий. И там много коров вокруг бегает. Кибуц, в котором мы были, в котором мы жили целую неделю недавно, там в основном занимаются всяким бизнесом. Ну, там тоже есть винодельня какая-то, но в целом он такой менее сельскохозяйственный. Вот этот кибуц, в котором мы сейчас, он более сельскохозяйственный, но при этом он более тоже городской. Тут, например, улицы шире. Тут такие улицы, как в небольшом городке. Тут довольно-таки много машин, тут много людей в целом вокруг. Тут движуха. Все усыпано цветами, кустиками, деревьями. И очень прикольно, что у домов практически нет изгородей. В этом кибуце, так же как и в предыдущем, дома стоят открыто. И иногда бывает изгородь выполнена в виде вот таких зеленых насаждений. Но именно заборов каких-то гигантских тут тоже нет. И это создает приятное ощущение братскости. Не знаю, как будто бы все люди вместе, никто ни от кого не закрывается. Бывают еще иногда вот такие изгороди, ну, как вот у этого дома, ну, такие совсем невысокие. Там тоже есть небольшая оградка, ну, типа проволоки, но засажена кустиками. И за счет этого ощущение тоже очень красивое. Нет такого, что ты идешь вдоль забора. Как будто бы просто кустики растут. Он очень похож просто, ну, вот на типичный маленький городок в Нидерландах. Вот как-то так они всегда и выглядели. То есть какой-нибудь Ренкум, Хилсум, загуглите, чтобы посмотреть, вот прям вот один в один. То есть вот этот кибуц, это не деревня, это именно такой, по ощущению, именно городок. Маленький, уютный, спокойный, очень приятный. Вот на самом деле вот этот кибуц, он похож на Кацрин. Идешь, и душа отдыхает. Райское местечко очередное. Ну, как бы в Израиле везде практически очень райские местечки. Природа тут удивительно хорошая. Все очень красивое, зеленое. Видимо, не так сухо. А южнее там все на поливе, и там может быть поменьше зелени, конечно. Но она тоже есть везде. Ну, вот вы видели наши видео из Ашдода, например. Или Ашкелона. Но тут оно прям вот растет, ну, как бы в нейтив. Вот так вот. Все очень зеленое. Видите, такой пенек, на него можно сесть. Есть шалашик сверху, ну, такой зачаток шалаша. Можно покататься на веревочке, на тарзанке. И много-много-много сидящих мест и деревянная лавочка. Надеюсь, он не отвалится. Не отвалится. Твоего бараньего веса. Покачалась в кибуце на тарзанке. Ачивка. Потрясающее явление. Такое можно увидеть, мне кажется, только в Израиле. Вот растет пальма. Вот растет еще одна пальма. А вот здесь дерево настоящее забралось на пальму. Вы видели когда-нибудь такое? Смотрите, оно прям ползет по стволу пальмы. То есть это не вьюнок какой-то, а это именно дерево с огромной кроной. И вот оно так пристроилось. Говорит, ну что, пальма, давай дружить. Просто кактус больше, чем дом. А здесь внизу, кстати, еще вот такие тоже суккуленты растут, заросли. Такие часто можно встретить в России. Вот люди выращивают типа алоэ, там такое все. Тут 1000 живет. А, тут 1000. И при этом тут фонтанчик. Шикардос. Причем такого мы ни разу не видели фонтанчика, а? Можно подходить, пить всей семьей. Очень удобно. Да, собака Зашли от нее. проявила к нам интерес. Такая типа, чё, кто такие, кто пришел в мой кибуц? Ну-ка, ну-ка. Цап. Пойдем-ка мы отсюда. Огромное количество цветов. Просто нереальное. Целые альпийские горки с цветами. Кстати, ты когда-нибудь такое видела? Я тоже такого никогда в жизни не видел. Вот такое решение в плане ландшафтного дизайна. Альпийские горки, покрытые полностью цветами. Помните, мы по Ашкелону ходили, гуляли по парку, и там тоже вот так спускаешься немножко по склону, и вокруг тебя такие растут кедры. И ты вот так вот идешь. И вокруг тоже такие домики, кстати. Уютные, нарядные домики. Вот сейчас мы уже ностальгируем по Ашкелону. Видишь, раньше мы все время по Голландии ностальгировали, а сейчас уже появились новые любимчики. Ашкелон, Ашдод. Ну, вот в основном, кстати, во что мы вспоминаем? Ашкелон, Ашдод. Просто невероятный дизайн. Вот куда ни посмотришь, везде какие-то повозочки,
Везде все какое-то волшебное. Ну просто, это же просто нереально. Штукенция сейчас повезет куда-то эту тележку. Вот такой домик в кибуце, двухэтажный. На первом этаже открыто стоит столик, очень уютненький. Есть место, где книжки почитать. Ну, все есть для приятной жизни. А вот здесь лежит ковер перед домом. Ну, так не совсем перед домом, но, можно сказать, даже посреди улицы. На нем, наверное, можно йогой заниматься. Фору даст парку в Ашдоде. Он реально, он маленький, конечно, но очень уютненький. Как-то тут все так влюбляет в себя. Какой-то летит дельтаплан, параплан. Наверное, на таких штуках можно покататься или даже самому себе приобрести. Колючее дерево опять нам встретилось. Это маленькая Голландия, маленькие Нидерланды. То есть вот кибуц, в котором мы были на севере, в глуши, это было скорее ближе к России, к какому-то коттеджному поселку, вот что-то такое. А вот кибуц, где мы сейчас, он в центре страны, и тут вот домики, дорожки, вообще вот атмосфера маленького голландского городка. Абсолютно просто вот. Очень уютная, очень какая-то спокойная, умиротворяющая. Ощущение, что ты щупаешь вечность, становишься ближе к какому-то пониманию, умиротворению. Входишь в какой-то вот резонанс с мирозданием. Персиковый дом с зеленой крышей. Это просто бесподобно. Кошачья мечта. Да, вот такой бы домик я хотела. В деревьях со всех сторон, просто запрятанный. С улицы его видно, краешек только маленький. Но сам по себе домик большой, двухэтажный. Тут пришел кот сам. Может, мы его лавочку заняли? Может быть. Просто взял сам и пришел к нам. Привет. Хвост такой у нас. Ничего себе. Тут живет гончар, Приблизь. который выставил все свои работы на улицу. Прикольно. Столько человечков. И вот так сидишь рядом с ними и чаек пьешь. Да. Не скучно одному. Первый раз, кстати, вижу такое решение. Под уклон лежит бревно. Видите? Креатив так и прет тут у людей, а? Лавочка висит в воздухе. Волшебная лавочка с цветами. А у кого-то тут Новый год, Дед Мороз и куча всяких милых маленьких деталей. Очень красиво обустроенные садики. Просто какая-то сказка. В этом кибуце ощущаешь, что ты находишься в каком-то очень отдаленном, уединенном местечке. Ясно, что это на юге, потому что много пальм, но в то же время это все-таки не пустыня, потому что деревья, очень все зеленое. В этом смысле, если уж выбирать кибуц, мне кажется, надо выбирать там, где более влажно, может быть, центральные или северные районы, чтобы росли деревья большие и не было слишком пустынно вокруг, и было больше разнообразия разной зелени. Ковер из разноцветных цветочков, они прям так все заполонили. Не похоже на клевер, но это не клевер. Маленькие такие, хорошенькие, везде разрослись, и вот такие даже кочки сформировали. Интересное растение, которое может и плоско расти, и вот так вот, как целый куст цветной. Знак, которого нет. Знак перехода я первый раз такой вижу. Такой он олдскульный. Да. Хард-рок. Все просто утопает в зелени. Вот реально видно от дома только крышу. Я не могу вспомнить других мест, где настолько все зеленое. И именно растения растут плотно вокруг дома, что они прямо прячутся. И из-за этого ощущение, что ты идешь по лесу. И просто домики иногда появляются. Но на самом деле это город, это же не лес, а такая, ну как, город, кибуц, деревня, можно сказать. Но вот такая плотная поросль всей зелени. Прям удивительное чувство создает. Кажется, что... О, какие мы скакуны. Кажется, что именно эти домики, они встроены.
в зелень, а не наоборот. Часто используется вот такой тип изгороди, я его уже практически везде тут вижу. И его вокруг обсаживают кустами и цветами. И за счет этого зелень цепляется за такую изгородь, и получается живая зеленая. Вообще, вот, ну, чем больше мы путешествуем по Израилю, тем больше вот такое, как бы, мысль. Везде в Израиле хорошо. То есть пока что мы не встречали тут каких-то плохих мест. То есть, окей, в каких-то больших городах могут быть какие-то районы, типа, ну, менее хорошие. Но они тоже, на самом деле, неплохие. Вот, так что в Израиле нет плохих мест, на самом деле. В принципе, можно вот где угодно оседать. Но можно выбрать именно то, что вот вам ближе, что вам больше нравится. Но в целом, как бы, вы не ошибетесь, просто приехав сюда. В Израиле, если вы, ну, будете думать жить в кибуце, они очень разные. И нужно поездить по разным и вообще понять, что вы хотите от кибуца. Вы хотите какой-то тихой жизни, вы хотите участвовать в сельскохозяйственной деятельности, что вы хотите как. Вот. И кибуц, это, конечно, понятно, такой в некотором роде коммунизм. Там все доходы, которые вы получаете, они делятся на всех. Но есть еще махшавы, там, где есть частная собственность какая-то. То есть есть много разных опций в Израиле. И даже кибуцы, они друг от друга очень сильно отличаются. В разных, особенно, точках. То есть на севере, на юге, в центре страны, они там все по-разному. Дерево, которое невозможно обнять, слишком уж большое. Хочешь посадить дерево, но не знаешь где, посади его в квадратике. Оригинальная площадка, тоже сделана в диком стиле. Вот вы, например, наверное, не замечаете, да, что это площадка? Плазательные штуки, ну, как кубики. Здесь они сделаны из колес машин. Еще один уютный дворик. Здесь в кибуце все открыто, поэтому просто стоят стулья у людей. Кибуц, мы любим кибуц. Да, мы любим кибуцы вне конкуренции. Но это лакшери. Конечно, сюда сложно попасть, тут сложно снимать что-то даже. Я не говорю, что стать членом кибуца, это вообще хитрое, сложное дело. А вот просто даже тут снять за нормальные деньги, это сложно. В палатке, Или под мостом. может быть, в машине, На яхте. в лодке, должна была сказать. В яхте это слишком круто говоришь, на яхте. В лодке. Маленькой такой, знаешь, с брезентом.